Привет, друзья! Меня зовут Геннадий, и я профессиональный декоратор. И в этом видео вы увидите мастер-класс по нанесению декоративного покрытия под натуральную замшу. В последние годы тенденции в дизайне кардинально поменялись, и все, что касается классики, уже ушло в прошлый век, кажется нам пережитками 90-х. Но некоторые элементы из классики по-прежнему существуют в нашем дизайне, в современном дизайне и чувствуют себя достаточно органично. А конкретно я говорю сейчас о элементах лепнины. Мы, конечно же, отказались в современном дизайне от всяких вензелей, но именно строгая аккуратная лепнина по-прежнему входит в интерьеры современных стилей, и достаточно интересно это дело разноображивает. Это, так сказать, такой элемент современной классики. Наверняка вы не раз видели вот такие вот стенки с лепным декором, например, вот как здесь или как здесь. Но лепной декор — это не просто монотонная покраска. Сегодня я покажу, что лепной декор может очень круто сочетаться с замшевым покрытием. И об этом сегодняшний мастер-класс. А теперь посмотрите, друзья, насколько круче может смотреться та же самая задумка с молдингами, но уже с элементами декора, декоративной штукатуркой под замшу. Посмотрите, насколько это прикольно и стильно смотрится. Мне кажется, на сегодняшний день это просто бомба. Вот такая фотка. Вот такая. Да, мы делали эту квартиру в современном стиле, там было много декоративных покрытий, но это, наверное, была самая такая изюминка всего интерьера, конкретная стенка под замшу с молдингами. Давайте разбираться, едем дальше. Итак, в этом мастер-классе мы используем материалы от Tiziana Deluxe, это декоративные материалы премиального класса. И, кстати, друзья, у меня для вас очень хорошая новость. Если вы перейдете по ссылочке в описании и обратитесь за покупкой материалов, то по промокоду PRODECOR, тоже ключевое слово, вы можете получить скидку на приобретение любых продуктов от Tiziana Deluxe 25%. 25%, друзья, на дороге не валяются. Мне кажется, это отличный вариант для тех, кто затеял ремонт у себя дома. Ну а теперь давайте приступать непосредственно к нашему мастер-классу. Делаем декоративную замшу на молдингах. Будем посмотреть. Погнали! Итак, друзья, продолжаю закадровым голосом. Нам понадобится фонда 2, это грунт краска. Ну, закатывать мы ее будем велюровым валиком. Также черный колер, также колер охра. Все колеры родные, тициановские. Мы будем наносить наше покрытие кисточками, финишное покрытие. Оно называется камачино с эффектом замши. Также нам понадобится пластиковая кельма для нанесения эффекта замши. Ну и, естественно, скотч для обклейки. Немножко расскажу вам о колеровке. Чтобы сделать классный графитовый цвет, нам нужно сначала заколеровать подложку. На 2,5 литровое ведро у меня ушло 6 черных колпачков и 1 колпачок охры. На маленькое литровое ведро финишного покрытия под замшу у меня ушел 1 черный колпачок и где-то 1/5 колпачка охры. Я добавляю в черный цвет охру, чтобы сделать более приятный теплый оттенок у нашего графитового финишного покрытия. Естественно, финишное покрытие колируется лучше, чем грунт-краска, но нам не обязательно, чтобы они были в тон. Грунт-краска просто нужна нам для, грубо говоря, для хорошей адгезии, для того, чтобы все закрыть и выровнять поверхность. Берем велюровый валик, берем фонда 2 и закатываем первый слой. Очень удобно, кстати, работать велюровым валиком, особенно небольшим при подходе к молдингу, так как у него уже боковая махнушка, которая обкрашивает сбоку этот молдинг. Вы, наверное, удивились, да, то, что я молдинг присобачил на образец, но мне кажется, так будет гораздо нагляднее. Просто выкрашиваем все равномерным валиком. Грунт краска фонда 2 очень укрывистая. Вы видите, что вообще без усилий у меня все получается. После чего берем кисточку и все вот эти более труднодоступные места, изогнутые на молдинге, мы красим кисточкой. Красим тупо как забор.
После этого ждем высыхания 2,5 часа. Ну а пока немножко о молдингах. Друзья, во-первых, вам нужно использовать какой материал для молдинга? Естественно, не лепнина. Это обычный полиуретан. Ни в коем случае не пенопласт, это будет дешевка. Полиуретан отлично режется и просто крепится на монтажные гвозди. Главное уложить их змейкой. После этого мы проходим финишной шпаклевкой все стыки, чтобы не было щелей. Вот так вот обычным колхозным способом пальчиком проходим и лишнее вытираем. Таким нехитрым способом крепятся все молдинги. В этом нет никаких проблем. Мы берем комачино, финишный материал, берем пластиковую кельму и просто распределяем этот материал по всему образцу. Конечно, удобнее начинать от молдинга, вам будет просто легче так его протягивать. В принципе, я снимаю его практически на стир, но так как кельма пластиковая, мне удается регулировать свои усилия в достаточной мере. То есть я не надавливаю сильно. Грубо говоря, все это делается под естественным весом руки. После того, как мы покрываем в хаотичных направлениях первым слоем отделочного макачино, что-то кофе захотелось, камачино, мы берем кисточкой и просто обычной кисточкой покрываем той же замшей наш молдинг. Ничего страшного нет, что пока что мы не делаем никаких крестообразных там разных движений, просто так же как забор. Это все-таки первый слой укрывистый. Готово. Ждем высыхания опять же где-то 3,5 часа, подольше он сохнет. Ну а пока что я покажу вам, как вообще работать на объеме. Друзья, вот у нас наша гипотетическая стена, которую нам нужно сделать декоративкой. Так как же работать, чтобы не было стыков? Потому что это очень важный вопрос, который я еще не так часто поднимал. Мы начинаем от левого верхнего угла, и вот такой вот пазлообразный отрезок мы заполняем нашим финишным покрытием. Это, считайте, наш первый отрезок. Дальше мы берем точно такой же пазлообразный отрезок, ну как бы не точно такой же, хаотичный, да, в другом месте, которое уже соприкасается с первой частью. И вот так вот пазликом второй, третий, четвертый, пятый делаем всю стенку. Главное, не должно быть ровных стыков. Это аксиома. Со всеми декоративками нужно работать именно вот так. Не делайте ровных стыков и не делайте ровных стыков, особенно на уровне глаз. Это вообще страшно. После того, как первый слой высох, вы видите, да, то, что у нас такие стыковочки небольшие остались, небольшие полосочки. Это нормально. Сейчас мы все вторым слоем укроем. Я беру кисточку уже пошире. В данном случае, в моем случае, это испанка. И просто наношу умеренное количество материала крестообразными движениями. В принципе, я давлю достаточно на кисть, чтобы все это размазать. И так как в материале есть такое связующее, что-то типа талька, что ли, ну это я, грубо говоря, своими словами говорю, он образует такие легкие переходящие замшевые неравномерности. Поэтому, в принципе, я поддавливаю на кисточку достаточно серьезно. Могу возвратиться 1-2 раза в место, которое уже прошелся, чтобы убрать уж излишние следы кисти. Следы кисти в этой технике, они уместны, то есть они тоже напоминают именно замшу. Но не стоит делать их слишком длинными, то есть они должны быть короткие, хаотичные, в разные стороны, крестообразные. И точно так же уже на отделочном слое мы замшу наносим на молдинг. То есть сейчас мы наносим ее не как забор красим, а именно крестообразный по всей длине. Ну и все, смотрим на финишный результат. Ну что ж, друзья, вот такая замша у нас получилась.
А насколько она получилась, как всегда, решать вам. Если вам понравился мой мастер-класс, поддержите меня лайком и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Как вам такая замша? Как всегда, желаю вам творческих успехов и хорошего настроения. Увидимся с вами в следующем видео. Не забудьте подписаться на канал. Все, пока. Пока.